Привет! Вам приходилось встречать людей, которые бы вслух признались, что ничего не понимают в дизайне? Мне нет. Можно не понимать суть эксперимента с котом Шрёдингера или про то, что такое карма, но про дизайн что-то не понимать. Но он либо нравится, либо не нравится. Народ рассуждает примерно так. Однако, с точки зрения психологии восприятия, все обстоит гораздо сложнее. Дизайн – это прежде всего коммуникация. Между кем и кем? Между бизнесом и покупателем. Это очевидно. А какое место и какую роль в этом диалоге играет дизайнер? Кто он? Визуализатор фантазии заказчика, биологическое приложение компьютерной мыши или что-то большее? Об этом и пойдет речь в сегодняшней моей лекции. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь ссылкой на мои лекции в своих пабликах. Это критически важно для развития моего образовательного проекта. Итак, поехали разбираться. Обычный человек с улицы в оценке любого явления культуры, в том числе и дизайна, оперирует понятием. Понятие – это неизменяемая единица знания, сформированная в результате пережитого им опыта. Понятие каталогизируется в памяти человека, и по мере необходимости он извлекает из этого каталога образец и сравнивает его с чем-то новым, с чем только что столкнулся. И на основе этого выносит оценку. Хорошо это или плохо. Если визуальная коммуникативная среда, в которой человек формировался, бедная, неокультуренная, если он не видел ничего, кроме бабушкиного коврика на стене, то его оценка любого культурного объекта, принесенного с другой, более развитой культурной среды, будет, скорее всего, негативной. Сегодняшний наш разговор о трудном диалоге, который приходится вести дизайнеру с людьми, которые являются потребителями дизайнерского продукта. Это и бизнес, который выступает в качестве заказчика, это и простые люди на улице или в маркете, для которых этот дизайн делается. Зачем вообще дизайнер нужен бизнесмену? Что заставляет этих бережливых, умеющих считать каждый рубль людей делиться с дизайнером прибылью? Чего такого бизнесмен не может сам? Для меня ответ очевиден. Бизнесмен не может самостоятельно, без помощи дизайнера, убедить покупателя добровольно расстаться с деньгами. И эта неспособность связана отнюдь не с нехваткой мозгов у коммерсанта. Все дело в различных способах мышления человека бизнеса и человека творчества. Способ мышления бизнесмена можно описать как продуктовый. Бизнесмен способен удерживать в памяти и свободно оперировать бесконечным списком характеристик собственного товара. Знать о нем такие тонкости и нюансы, которых хватило бы на целую статью в Википедии. Однако потребитель в массе, он иррационален. Он не желает принимать решения о покупке на основе длинного списка опций. Он хочет, чтобы все ценности продукта были описаны в виде простого и убедительного месседжа. Этим убедительным месседжем, по сути, дизайн и является. Ученые доказали, что 86% коммуникации мы воспринимаем глазами. Почему? Во-первых, изображения обрабатываются мозгом в 6000 раз быстрее, чем текст. Второе, и, возможно, более важное обстоятельство, это то, что визуальное сообщение, в отличие от вербального, тонко воздействует на психику посредством цвета, формы, фактуры, и так далее, что заряжает сообщение эмоций, а эмоции, в свою очередь, формируют лояльность потребителя к продукту. По большому счету, коммуникационный дизайн – это искусство переведения смыслов в зрительные образы для установления коммуникации между производителем и потребителем, а дизайнер – носитель специфического способа мышления, называемого визуальным. Логично, что дизайнер заказчиком делит ответственность как за успех, так и за провал дизайн-проекта, и только понимание обеими сторонами того, что они являются стратегическими партнерами в рамках решаемых бизнес-задач, способны обеспечить победу в борьбе
за лояльность покупателя, ну и в конечном итоге за его кошелек. Самый больной вопрос, почему один дизайн продает, а другой нет. Потому что одно визуальное высказывание понятно потребителю, а другое нет. Что является препятствием для нашего понимания? Масса всего. Это и гендерные, и возрастные, и поведенческие различия. Ну, то, что вот русскому хорошо, то иностранцу смерть, гласит поговорка. Рассмотрим эту проблему чуть подробнее. Эмоциональная реакция зрителя на дизайн, ну, как на любой внешний раздражитель, может быть положительной, отрицательной и нейтральной. В случае положительной эмоциональной реакции человек переходит к содержательной составляющей дизайна, к его месседжу, и затем принимает решение: верю, не верю, куплю, не куплю. На этом коммуникацию можно считать завершенной. Дизайнер сделал свое дело, дизайнер может уходить. В случае, когда дизайн оставил потребителя равнодушным, не вызвал никакой эмоции или вызвал отторжение, маркетинговая коммуникация обрывается еще до принятия потребителем какого-то решения. Все, машинка не запустилась. Расходимся. Сможем ли мы, дизайнеры, решить все проблемы коммуникации, создавая простые и понятные визуальные высказывания? И да, и нет. Важно понимать, что простота является необходимым, но недостаточным условием установления продуктивной коммуникации. Есть еще одно важное обстоятельство – это заинтересованность зрителя. Визуальное высказывание может быть абсолютно понятным большей частью аудитории, как дважды два, но при этом быть банальным, скучным и поэтому безинтересным. А происходит это в силу того, что дизайн бессмысленный или непонятный, с зашумленным месседжем, оценивается потребителем как информационный шум. Такой дизайн не способен соответствовать своей первичной функции сигнала раздражителей и просто не замечается, не запоминается и никак зрителям не оценивается. Вспомните, вот вы будете напрягать мозг, когда видите пятно на асфальте или на стене. Вы пытаетесь как-то его интерпретировать. Вот я о том же. Это же подтверждают ученые. Так, исследователи из университета в Дэвисе, США, недавно опубликовали работу, в которой доказывается, что наибольшее визуальное внимание мы уделяем тому, что имеет смысл, а не тому, что сильнее всего выделяется. С точки зрения проблематики коммуникационного дизайна, это означает, что то, что мы проектируем, должно быть в первую очередь наполнено смыслом, и только во вторую быть визуально привлекательным. Подведем некоторый итог. Сложный, запутанный дизайн аудитория проигнорирует вследствие его мутности, а понятный, но скучный она проигнорирует, потому что он не цепляет. В идеале дизайнеру необходимо преодолеть два соблазна. Не стать многословным в донесении идеи, не погрязнуть в украшательстве с одной стороны и не соблазниться на очевидные банальные решения с другой стороны. Каким в идеале должен быть дизайн? Мой глубоко уважаемый и постоянно цитируемый Пол Рэнд в своей книге «Дизайн, форма и хаос» пишет: качество в дизайне – это идея, а не техника, точность, а не беспорядок, простота, а не бессодержательность, изящество, а не крикливость, чувствительность, а не пошлость. Спасибо, Пол. Все ясно, но кто арбитр, определяющий все эти качества? По моему убеждению, это в большей степени покупатель и в меньшей степени заказчик дизайна. Почему покупатель? Потому что никто иной, как покупатель, принимает решение, покупать или не покупать. А что заказчик дизайна? Он ведь платит деньги. В идеале заказчик должен предоставить дизайнеру маркетинговую информацию. Дизайнер, в свою очередь, должен ее специфически интерпретировать, сделав удобоваримой для потребителя. Дизайнер не порождает смысла. Он просто переводит на визуальный язык то, что хочет донести бизнес
до своего потребителя. Такое вот вполне логическое распределение ролей. А у меня на сегодня все. Кому интересна тема коммуникационного дизайна, залетайте на страничку моего онлайн-курса «Айдентика», регистрация на который идет в данный момент. Ссылка на лендинг курса в описании под этим видео. А у меня на сегодня все. Творческих успехов и делайте дизайн.